Приветствую всех на канале Ульяна Шьет. И сегодня я хочу поговорить о том, о чем нужно помнить, приступая к пошиву пальто. Каждая мастерица рано или поздно задумывается о том, что хотелось бы сшить какую-то верхнюю одежду. И пальто сошьется легко, если уже есть опыт в пошиве жакетной группы. Собственно, отличие в пошиве жакетов и пальто лишь в толщине ткани. Технологии схожие. Итак, задумываясь шить пальто, какие пункты нужно держать всегда в голове? Начнем. Первое. Подобрать выкройку до покупки ткани. Если вы умеете строить выкройки, я думаю, это видео для вас не актуально, вы и сами все знаете. И это касается тех людей, кто только начинает, встает на свой швейный путь и используют готовые выкройки, как бумажные в журналах, так и электронные. Выкройку подобрать заранее очень важно, чтобы рассчитать весь расход ткани. Но для мастериц, которых не заботят большие остатки ткани, то, конечно, можно покупать сразу 4-5 метров и потом только раздумывать над фасоном и быть уверенным, что метража хватает. Но я люблю шить без остатка. Второй пункт – это рассчитать метраж ткани. Даже если вы берете готовую выкройку, нужно метраж перепроверить и не полагаться на заявленный в выкройке расход ткани. Во-первых, ткань с односторонним рисунком или с ворсом нужно кроить в одном направлении, а это увеличение расхода ткани. Во-вторых, клетчатая ткань требует совмещения клетки. Тут я думаю, что даже у неперфекционистов не возникнет желания так не поступать. Или кто-то думает иначе. В-третьих, натуральная ткань, например, 100% шерсть, может дать сильную усадку. А это тоже увеличение расхода ткани. В-четвертых, и это касается начинающих мастериц, нужен запас ткани на допущение ошибки. Если вы неправильно раскроили деталь или испортили ее, должен быть всегда запас, чтобы выкроить еще одну деталь. Третий пункт, о чем нужно помнить, это полная готовность всех материалов и расходников. Что сюда входит? Это сама пальтовая ткань, подкладочная, утеплитель, если он требуется. Далее дублирующие материалы, клеевые кромки, долевики, бортовка, если вам нужна эта ткань. Современные, в принципе, модели пальто уже не требуют использования бортовки. И еще хотела добавить, что касается дублирующих материалов, дублеринов, то нужна плотность от 55 грамм на метр квадратный. Никаких флизелинов, это только клеевой материал на тканевой основе. Также позаботиться о нитках в тон, фурнитуре, пуговицы, кнопки, пряжки, какие-то декоративные элементы. Вот что касается фурнитуры, это единственное, что можно докупить уже в процессе шитья. А все остальное должно быть подготовлено заранее. Полная готовность тканей и материалов позволяет четко следовать задуманному швейному плану и не отвлекаться на дозакуп или ожидание материи. Проверено это мной неоднократно, потому что, возвращаясь к пошиву отложенной вещи, очень часто можно что-то подзабыть и допускать ошибки, распарывания, а это увеличение сроков шитья и испорченное настроение. Четвертый пункт, о чем нужно помнить, это запас времени. Вот не стоит браться за шитье сегодня, если завтра по прогнозу плюсовая температура и срочно хочется обновки. Шей не спеша – это моя любимая такая приговорка. Иначе ошибки не заставят себя ждать и пошив увеличится на долгие-долгие дни. Обычно я шью верхнюю одежду 5-6 дней, примерно по полдня,
не спеша, давая себе передышку. Это процесс не быстрый, требует усердия, особенного внимания. Да и по-быстренькому шить не получится. Только на декотировку и крой у меня уходит, например, целый день. И последний, 5-й пункт – это заранее продекотировать все ткани. Продекотировать значит произвести такие манипуляции, чтобы ткань дала усадку. Это либо стирка, либо пропаривание утюгом или парогенератором через влажный проутюжильник. Обычно подкладочные ткани я стираю, а пальтовые, драповые я декотирую через проутюжильник. А как я это делаю, я следующим эпизодом покажу. Все хлопковые трикотажные полотна я стираю в машинке предварительно, затем утюжу, кроме футера трехнитки начес. Особенно если вы шьете на заказ и должна быть соответствующее предпродажное состояние, а футер имеет свойство скатываться при стирке, то я декотирую его старым бабушкиным способом. Беру влажную марлю и проглаживаю. Таким способом я декотирую и ткани с содержанием шерсти, костюмные, пальтовые. Проутюживая таким образом весь отрез, я затем его складываю на гладильной доске, чтобы ткань не провисала. Футер отлеживается, высыхает, и затем я начинаю кроить. Вот такие несложные, но очень важные пункты у меня получились. Дорогие подписчики и зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, а какие пункты вы еще учитываете при подготовке к пошиву пальто. И вообще, был ли у вас опыт в пошиве пальто? Хвастайтесь своими пальто и куртками ручной работы. Подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я буду показывать, как я занимаюсь раскроем ткани в клетку и как я дублирую детали пальто. Пока-пока!